Добрый день, друзья! Пока проекты находятся в стадии разработки и дальнейшего продвижения, все-таки на этих выходных я попадаю в кузницу. Уже кузнецы и друзьяки сказали: все, давай, приходи, бери все. Я им уже отнес мешок штук 6 или 7 топоров. И там нужно поправить и мои ошибки, как минимум на одном. Это моя ошибка, где-то я отпустил, где-то получается прямо со штампа или неправильной закалки с завода получился брак, повело лезвие, где-то оно отпущено, не знаю кем и как. То есть вот как мне приходит в таком состоянии, я и пытаюсь это исправить, если могу. И вот они мне помогут это доделать. И мне хотелось бы сказать пару слов, пока вот в режиме болталки. Остальное, конечно же, все вы увидите, но вот пока в режиме болталки, мне хочется сказать пару слов о реставрации и заодно показать между делом прикольные железки, какие у меня есть, и уже давным-давно, там и 5, и 7 лет у меня лежат. Что-то я еще делал вот только едва начиная, не имея вообще ничего, ни опыта, ни инструментов. И вначале хотел бы сказать пару слов о реставрации, потому что я глубоко начинающий автор, каналу 2 месяца, и уже пошли такие моменты, что я занимаюсь какой-то херней, а не реставрацией. Ну, тут я бы хотел буквально пару слов сказать не только в защиту себя, а и всех тех, кто точно так же начинает, без условий, без опыта, набивает руку, делится опытом, своими экспериментами, своими ошибками, чтобы их не повторяли со всеми остальными. Я считаю, это нужно делать. И давайте мы вначале заглянем и сделаем специальные скрины в Википедию. Ну, то есть Википедия. Это как бы источник вот информации номер 1. Что такое реставрация? Реставрация с латинского — это восстановление. То есть мы занимаемся восстановлением. На этом уже можно, в принципе, закончить. То есть как вот ответ. Все, мы занимаемся мы восстанавливаем. Но все же я хочу рассказать об этом немножко больше. Возможно, часть вопросов просто уйдет, потому что говорят, там занимаешься херней, почистил болгаркой, насадил на палку и все такое. Ребят, это по факту является реставрацией, восстановлением. Просто она бывает разная. Она бывает в основном 2 видов. И я буду как-то это немножко делить, чтобы вы не только мой трёп слушали вот на фоне вон железок, а еще и показывал вам прикольные железки. Вот такую вот на барахолке я выцепил красоту. Это у нас получается новская артель Медарт Союз. Она существовала в 20-е годы. То есть была основана в 24-м. Клеймо я вам предоставлю из интернета. Новская артель Медарт Союз. Она, практически рашпиль в идеале. У него оригинальная, пожалуйста, оригинальная рукоятка и идеально сохраненное лезвие. Получается, само тело рашпиля, лезвие, само тело рашпиля, меня уже на топоры тянет, я хочу лезвие. Вот, в идеале. Единственное, я им работаю, поэтому, к сожалению, вот уже потемнение, вот уже от работы я им работаю. Возможно, пройдет немного времени, и все-таки я привык работать тем, что я восстанавливаю. И я его доведу до идеала и положу на шкафчик, потому что это артель. Это то, что по факту потом колхозы и уже заводы, фабрики вытеснили. То есть артели — это союзы ремесленников были. И вот 20-е годы, не знаю какого конкретно рашпиль года, но основано было оно в 24-м. Вот такая красота. Мне глубоко повезло. Я буквально там рублей за 200 или 300 это выцепил. Наверное, это просто потому, что клейма-то видно не было. Ржавый весь был. Я его восстанавливал. Вот такая вот находка. Красота. Я им пользуюсь постоянно. Дальше. Вот саперный немец. Саперный немец, клейма не сохранилась. Естественно, здесь зубья были выломаны, и, скорее всего, просто это было отслесарено. Вот в таком состоянии. Ну, тоже там за 300 рублей он достался, закаленный, вот я уже проверил. Вот это я буду реставрировать, и я попытаюсь его. Единственное состояние, вот у него очень тонкое, получается, очень тонкие
стенки, особенно вот в этой части. Я так понимаю, что его, судя по вертикальным, вот таким вертикальным везде, его банально слесарили. Причем, я так понимаю, вот в таком направлении на гриндере. Но как бы то ни было, я попробую его восстановить. И его я попробую восстановить исторически. То есть у меня уже есть чертежи рукоятки. Им я займусь. И попробую сделать его максимально, насколько только могу. Я узнавал у реконструктора, который профессионально занимается Второй мировой. Он сказал, не парься. Они, так как им пользуются, у них постоянно были выломанные вот эти вот зубья гвоздодера. И поэтому, говорит, не напрягайся, смело его реставрируй. И тебе не должны сказать, не слушай людей, которые тебе скажут, что это уже говно, это уже не исторично. Почему? Потому что их выкапывали уже полностью с выломанными зубьями. Очень часто. Или с одним, или с двумя. Их потом просто обрезали. Делали из них вот такие вот молотки. Поэтому он говорит, не напрягайся. Когда я думал, что он бывает двух видов, он говорит, нет, они все были с гвоздодером, потому что это саперные. Но он говорит, не напрягайся, делай. Поэтому это тоже будет любопытный проект. Я попробую сделать его максимально исторично, насколько только смогу. И хочу показать, вот здесь мне нужна ваша помощь. Это одна из моих самых первых реставраций. То есть она на самом деле была невероятно гнилая. Это я просто нашел в старом доме стариков своих. Это у нас 48-й год. А помогите мне, пожалуйста, кто знает по клейму, потому что я пока не нашел его. Это стамеска круглая. Я просто вогнал корень вместо рукоятки. На самом деле крепчайшая, древесина крепчайшая. Корень терна, то есть терен, кустарник. Да, здесь, конечно, оно все такое очень волокнистое, оно здесь выломалось, но просто намертво. Единственное, я тоже потом попробую все-таки ее, как 48-й год, вот такая красота, восстановить ее. Тоже я и пользуюсь. Восстановить ее, ну, максимально, насколько только могу, и положить на шкаф, потому что это 48-й год, это первая пятилетка после войны. И здесь качество, ну, просто сумасшедшее. Такая красота. Если кто-то знает по клейму, пожалуйста, отпишите в комментариях, потому что я пока не нашел. Поискал навскидку, но очень много клейм, и пока не нашел или проглядел. Если найду, вставлю, но если кто-то знает, вот, пожалуйста, клеймо крупным планом, подскажите. Итак, о реставрации. Реставрация бывает по Википедии. Скидываю скриншот с Википедии. Реставрация бывает двух видов. То есть музейная, она же историческая. Я называю ее исторической, потому что это воссоздание максимально того вида и состояния, какое было тогда. В зависимости от изделия. И это потом идет на консервацию. То есть это неприкосновенность. Это музейная. Этим занимаются профессиональные реставраторы. И есть коммерческая. Но я не могу сказать, что она коммерческая. Почему? Допустим, я занимаюсь вот этим видом. Я ничего не продаю. То есть я ничего не продаю или там дарю друзьям, или у меня лежит, или там я этим пользуюсь. То есть я называю ее интернетной, но точно так же восстановление работоспособности. Второе – это устранение дефектов, те, какие можем устранить. Тот человек, который этим занимается, может самостоятельно устранить. То есть это интернетное. Почему? Потому что это широко распространено вот на таких вот видео. Этим занимаются вот интернетные реставраторы. Но это тоже реставрация, восстановление. И поэтому мы занимаемся восстановлением. Но не музейным, но не историческим. Хотя и этим, как только будет возможности, я буду заниматься. Поэтому какие бы там ни были гневные комментарии, что ты занимаешься говном, и все подобные мне занимаются говном, ребята, это все равно реставрация. Это восстановление. Как бы кто это ни называл, но это восстановление. Итак, это моя гордость. История вообще любопытная. Вот он ZIG ОТК номер 3. В идеале. В абсолютном идеале. Единственное, вот здесь вот уже от пальцев уже начинает ржавчина, надо будет ее почистить. Даже если лежит на шкафу,
где-то какой-то перепад влажности между зимой и летом, где-то кто-то пальчиком вот так вот сделал, все, начинает ржаветь, надо будет почистить, но просто в идеале. Да, рукоятка, не смотрите на нее, это я лет 5 назад делал, она, конечно, не историческая, вот, возможно, его я переделаю потом и сделаю историческую рукоятку. Здесь она, ну, она и тонковата, и длинновата, то есть это я вот восстанавливал по факту. Он абсолютно и, естественно, вот опять это стандартная, я говорил, проблема, то, что эти топорища, они не подпроушены, проушены всегда больше. Ну, это я уже показывал много раз, но он практически в полном идеале. Мне повезло, просто невероятно. Мне знакомая говорит, есть у нее мужичок, он ей делает массаж, помогает ей восстанавливать спину, и говорит, у него есть... Живет в частном доме, ему просто нужен топор в хозяйстве. Он говорит, у него есть такая гнилушка, я знаю, ты вот этим делом занимаешься, он готов обменять, скидывает мне фотки, клеймо, непонятно, что там на клейме, просто лежит гнилушка. То есть такой весь, аж такой коричнево-рыжий, где-то там на улице у него валяется. И говорит, предложи какой-нибудь ему топор. Я ему отдал достойного ижа, 60-х, кажется, году, достойнейший топор тоже, он доволен как слон, и, кстати, на правильном топорище он был насажен, еще старое топорище идеально сохранилось, вот правильно, широкое, все было четко, но он доволен как слон, говорит, на, забирай. Я как поглядел, о, вот это да, то есть мне бесплатно по факту, но мне абсолютно не жалко было обычного ижа, самого обыкновенного серийного, вот на эту красоту, он полностью в идеале, он новый. Вот это лежит на шкафу. Ну, это просто вообще нереальное состояние у него. Нереальное. Вот такая красота. Это вот у меня просто вот гордость моя. И то, что мне досталось еще от деда. Нашел там у него в сарае еще лет чуть ли не 10 назад, подвосстановил. Не смотрите на рукоятку, он был тоже гнилой, просто гнилой был ямы, настолько я его там шлифовал, как только мог. Я его на данный момент вот сделал вот такую вот модную заразу, вот такую модную заразу сделал. Я его на фотосессии друзьям даю, просят на фотосессии, и подай вот брутальный топор. Мне сказали в музее, что это хозяйственного типа. Почему? Потому что он огромный и он толстый. И много у кого был такой топор, много у кого это хозяйственного типа. И в музее сказали, что он или татарский, и у хазар было что-то похожее. Ну, то есть это люди как, они путают, говорят, о, бородатый топор, викингосы. Нет, у них не такой был. Вот, поэтому это тоже красота. Я специально его затупил. Специально. Вот здесь, да, вмятины. То есть он, кстати, довольно-таки мягкий. Видимо, из-за толщины, то есть это вообще как бы для дров больше на колун. Посмотрите на его толщину. То есть это как бы по факту больше колун. Ну, кто-то говорит, это вот от 18 до 20 века такие были. В музее мне сказали, причем у них лежал очень похожий, но не один в один. То есть я не могу вот точно один в один сверить. Полностью, естественно, это ручная работа. Полностью все вот видно, какой он. То есть нет ничего прям идеально ровного, идеально прямого, полностью ручная работа. То есть это хозяйственного назначения топорик, но тоже вот не остался он от деда, лежит естественно на шкафу. Может быть, я потом попробую, если бы я знал, какая была, то есть что это конкретно за топор и какая у него была рукоять исторически, я мог бы сделать историческую реставрацию. Но на данный момент вот пока вот такая брутальная для фотосессий. Типа кто-то там, не знаю, если люди не понимают, или и под викингоса пойдет, или там, не знаю, кому как угодно. Поэтому вот такие вот любопытные железки. И я надеюсь, в дальнейшем будут еще более прикольные проекты. Я хочу уже и с кузнецами объединяться на что-то прям классное. Я думаю, вы это все увидите. И есть у меня друг, который реставрирует музыкальные инструменты, причем, возможно, даже исторические будет тоже восстанавливать. И тоже я это попытаюсь его схватить и вместе с ним как-то делать и продвигать вот эту всю красоту. А пока вот такая болталка. Надеюсь на вашу поддержку. Большое спасибо за просмотр. И проекты будут и дальше. И да, друзья,
Если кто-то знает точно так же, подскажите, что это конкретно за топор, то тоже буду очень рад вашей помощи. Вот такой вот он прям не маленький. Тоже буду благодарен за подсказку.